Приветствую вас в моем новом осеннем видео, и оно будет посвящено подготовке к зиме. От осени у нас практически ничего не осталось, и такое ощущение, что вот-вот наступит зима. И в такое серое время года самое время начать межсезонную уборку. Генеральную межсезонную уборку мне нравится всегда делать заранее, чтобы оставалось время до праздников, и когда будет уже совсем близко к ним, достаточно провести легкую уборку, и будет полный порядок. Очень было приятно убирать мой новый старый шкаф, который я реставрировала еще этой весной и тоже делилась этим в одном из своих видео. Вы можете найти его на канале. Постепенно с опытом ведения домашнего хозяйства я поняла, что для меня особенно важна эта межсезонная генеральная уборка. В процессе нашей повседневной жизни я позволяю быть естественному беспорядку. И контроль над порядком, над вещами, которые так или иначе присутствуют каждый день в нашей жизни, уносит очень много энергии. И я для себя, для своей семьи решила, что большую часть энергии я буду тратить на другие вещи, нежели на постоянное раскладывание вещей по местам. Помимо самых важных бытовых ежедневных задач, в моей жизни присутствуют также и рабочие задачи, и немалое время занимает занятия и время с детьми. Долгое время я присматривалась к вертикальным отпаривателям, ведь это намного удобнее горизонтальной глажки одежды. В итоге я выбрала марку Hyundai. Это доступная недорогая модель, у нее есть 5 режимов отпаривания в зависимости от типа ткани и требуемых задач. Резервуар с водой на 1,5 литра, прозрачный, то есть в нем видно, сколько воды осталось. Мощность отпаривателя достаточная для домашнего использования. Управлять отпаривателем легко. Одна кнопка включает, другая переключает режимы. На дисплее все видно. При включении идет нагрев примерно минуту, и далее можно уже пользоваться. Для безопасного и комфортного использования в комплекте идет терморукавица, а также насадка со щеткой для чистки одежды.
Мне понравилась конструкция этой модели. Устойчивая стойка, встроенная вешалка и поворотная гладильная поверхность. Можно как вертикально ее расположить, так и горизонтально, как обычную гладильную доску. Также она регулируется по высоте. Собирала я отпариватель сама и даже без помощи инструкции, потому что все интуитивно просто и понятно. Мне понравился этот вертикальный напольный отпариватель. Он действительно упрощает уход за одеждой. Например, платье я отпарила всего за пару минут, и оно выглядело как новое. Представляю, сколько я бы потратила время, разглаживая его утюгом на гладильной доске. Точное название модели и ссылку на нее я оставлю под этим видео. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy and spirits are light. I am sitting here thinking alone with my drink as I do this time of the year. Do you remember when love was around? Обычно всю уборку я начинаю с самых важных точек. Это кухня, ванна, туалет, спальня. А напоследок оставляю другие помещения. Люблю делать именно генеральную уборку, потому что именно эта уборка дает такое чувство основательной чистоты, которая появляется во всем доме после завершения. Никакая другая уборка не дает такого ощущения. В основном все поверхности в кухне у нас светлые и из дерева, поэтому я использую мягкое чистящее средство. Никаких сложностей с очищением нету, потому что, в принципе, жира как такового на стенках остается немного, потому что мы придерживаемся здорового питания и стараемся меньше использовать в пище жирных продуктов. И тем самым и уборка сокращается, если нету вот этого жирного налета на стенах. Для мытья всех поверхностей я, как правило, использую свое самодельное средство. Это апельсиновые корочки, настоянные на уксусе и спирте. Либо я приобретаю экологическое средство, экологичное, которое разбавляется водой и тоже хорошо чистит. На мой взгляд, показатель чистоты — это тщательно вымытое вот это пространство вокруг ножек кухни, потому что обычно у плиты, у ножек кухни всегда скапливается много загрязнений.
И, конечно же, генеральная уборка не будет генеральной, если не намыть плиту и не заняться чисткой духовки. Ведь духовка — это главный такой элемент предстоящих праздников. Мы будем много готовить вкусной еды, и она должна быть в идеальном порядке, чтобы радовать нас и служить долгое время. Для чистки духовки я обычно использую какие-то классические, тоже экологичные моющие средства. У меня, например, такое средство с красной кисточкой есть, оно достаточно популярное, думаю, что многие его знают, очень удобно им пользоваться. Либо какие-то другие средства, все они хорошо чистят, и никаких проблем с чисткой духовки обычно у меня не возникает. Конечно же, важно поберечь свои руки и обязательно проводить чистку духовки, особенно духовки в перчатках, потому что эти средства, какие бы ни были экологичные, они обычно достаточно едкие, и можно получить раздражение а, рук, поэтому без перчаток лучше не начинать эту работу. И мой проверенный способ, как найти праздничное настроение, это, конечно же, начать с уборки дома. И когда вот ты почувствуешь вот этот вот свежий, чистый аромат и вот этот вот свежий воздух в доме, то сразу же откуда-то появляются силы, вдохновения для того, чтобы начать украшать дом и готовиться к предстоящим зимним праздникам. На блошином рынке я нашла такое керамическое основание для лампы. Стоило оно 350 рублей, и мы с мужем придумали, как ее восстановить и сделать из нее полноценный светильник. Все вот эти провода, патрон, все у нас дома было, мы ничего специально не приобретали. Также нашли такую трубочку, в которую пропустили провод и использовали горячий клеевой пистолет, чтобы все это закрепить. Ну и еще там пару таких хитрых манипуляций, чтобы все это крепко держалось. Пришлось придумать. Но теперь зато есть такая чудесная винтажная лампа. Темными осенними вечерами хочется порадовать близких чем-нибудь вкусным и ярким. Для этого я приготовила домашнюю пиццу. Основа делается из очень простого теста, достаточно мука и вода. Муку я использовала цельнозерновую. После этого пиццу намазываю томатной пастой.
После этого я выкладываю лук, режу томаты. У меня также был кусочек веганской колбасы. Эта колбаса сделана из пшеницы. Пицца — это такое интересное блюдо, в котором сочетаются все, казалось бы, несочетаемые продукты. Ну, для меня они уже несочетаемые, потому что я больше люблю такие менее компонентные блюда, что-то такое попроще. Ну, это пицца, здесь все можно. Соус у меня из орешков кешью, что-то наподобие майонеза. И сверху я еще посыпала тоже веганским сыром, напоминающим пармезан. В принципе, он очень похож на пармезан. Никакой разницы практически для меня уже сейчас нет. Сверху я посыпаю пророщенным машем, потому что он у меня тоже был. Благодарю вас за ваше внимание. Всегда рада вашим комментариям. Если не хотите пропустить новые видео, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, и мы уже скоро с вами встретимся в новой видеоистории, где будем создавать новогоднюю атмосферу, украшать свой дом и всячески поднимать себе настроение.